Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, сегодня я буду готовить безумно вкусный и очень полезный обед долму из перца. Но фаршировать я его буду не мясом, а бобами. В одних регионах Азербайджана этот обед называют ложной, а в других слепой долмой. Так или иначе, перец, фаршированный бобами, идеальная замена перцу с мясной начинкой и отличное решение к постному столу. А закрученные, завернутые, забитые каким-либо фаршем овощи на азербайджанском звучит так: долама, долдурма. Отсюда и название блюда долма, ее величество, одна из жемчужин азербайджанской национальной кухни. Кому интересно, оставайтесь со мной и будем готовить фаршированный бобами перец вместе. А для приготовления фаршированного бобами перца мне понадобится сладкий болгарский перец, бобы. Можно взять что-то одно, я сегодня применю ассорти. Здесь у меня крупная и мелкая фасоль, нут и замороженная бакла. Также мне понадобится рис, булгур, грецкие орехи, морковь, репчатый лук, томатный соус, тыкамали, сушеная и свежая зелень, растительное масло. Я сегодня использую оливковое, подойдет любое рафинированное растительное масло, соль и пряности. Список продуктов вы видите на ваших экранах, а также перечень и количество всех ингредиентов я, как всегда, оставлю внизу под видео. Итак, я с вечера помыла и положила в воду нут, мелкую и крупную фасоль, а утром отварила их и откинула в дуршлаг. 10 минут для варки достаточно, они же еще будут тушиться вместе с перцем. Рис, булгур и даже замороженную баклу предварительно не варю. К месту будет сказано, баклу можно заменить на каштана. Ой, изумительная вещь получается. Я лук предварительно очистила от шелухи и положила его в холодную воду. Лук нарезаю достаточно мелко, затем солю и мну его, благодаря чему лук становится вялым и хорошо жарится. Готовлю подливку. В горячий сотейник наливаю оливковое масло, туда же отправляю мелко нарезанный лук. Пока жарится лук на среднем огне, готовлю следующий продукт к обжарке. Предварительно очистив от кожуры и промыв морковь, пропускаю его через среднюю терку. Пока откладываю морковь в сторону и периодически контролирую лук. Зелень нарезаю достаточно мелко. Из зелени фаршированный перец я сегодня положу по несколько стебельков кинзы, укропа, сельдерея и петрушки. А еще очень хорошо положить сюда зеленый лук. Он отлично сочетается с укропом. И также он делает начинку более сочным. Попробуйте как-нибудь. Лук обжарился до бледно-золотистого цвета. Я добавляю к нему морковь и тушу их вместе примерно 5 минут. А пока морковь и лук тушатся, готовлю начинку. Насыпаю в большую миску отваренные бобы, туда же отправляю нарезанную зелень, мытый рис и булгур. К этому времени морковь и лук обжарились, потушились вместе. К ним отправляю томатный соус, тушу все вместе еще 5 минут на среднем огне, затем даю остыть. В фарш добавляю баклу и молотые орехи. При желании орехи можно нарубить ножом. Я их пропустила через блендер. Из перчиков удаляю семена. Я это делаю с помощью специального приспособления, но можно обходиться без этого. Если внутри перца остались какие-то семечки, то можно, перевернув перец, стучать по ним, чтобы семена выпали. К этому времени подливка немножечко остыла. Чуть меньше половинки готовой подливки отправляю в фарш, туда же насыпая соль и пряности. Все хорошенько мешаю.
На мой взгляд, баклы все-таки маловато. Я добавлю еще. Также добавлю в фарш пару ложечек ткемали. Ткемали придает фаршу и в целом всему блюду сочность, легкую кислинку и пикантность. Его можно заменить на наш нершарап, на какой-нибудь другой соус, например, даже на соевый. Единственное, что в зависимости от того, какой соус вы примените, надо будет отрегулировать количество соли и пряностей. Из пряностей я сегодня в фарш положила красный и черный перец, куркуму, имбирь, мускатный орех и молотый розмарин. Вы можете положить любимые пряности вашей семьи. Еще такой момент, тоже достаточно важный. При желании, перед тем, как фаршировать перчики, можно их посолить изнутри. Я этого не делаю, так как соли в фарше нам достаточно. А вы учтите вкусы и требования ваших домочадцев. Фаршированные перчики отправляю в сотейник. Большую часть подливки я оставила в сотейнике, и я кладу перчики прямо на подливку. При желании можно добавить немного воды. Вот примерно четверть стакана, то есть где-то 50-60 мл на такое количество фаршированного перца, то есть на 8 штук. Или же поставить посуду с фаршированным перцем на достаточно тихий огонь. А сотейник должен быть с толстым дном. Если у вашего сотейника, или кастрюля, дно не толстое, то рекомендую под посуду класть рассекатель. Сотейник с фаршированным перцем укомплектован. Плотно закрываю крышку сотейника, и можно примерно на 2 часа забыть о плите. Овощи будут не столько вариться, а томиться. Плюс-минус 2 часа. При желании готовность можно проверить, проткнув перец зубочисткой, шпажкой или острым ножом и попробовав на зубок рис или булгур. Но в любом случае надо набраться терпения и дать обеду увариться 1,5-2 часа. Прошли примерно 2 часа, и вуаля! Необыкновенно вкусный, пикантный, очень полезный, практичный и достаточно простой в приготовлении обед, фаршированный бобами перец, готов. Как вы видите, фаршированный бобами перец достаточно сочный внутри. Он ничем не уступает овощам с мясной начинкой. Это отличное решение к постному столу. Фаршированный бобами перец готовится из самых подручных продуктов, которые имеются в каждом доме, где маломальски любят готовить друзья. Обязательно приготовьте вот такую вкуснятину. Побалуйте себя и своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Я благодарю всех за просмотр и очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. И вы не забудете ставить лайки. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные и практичные в приготовлении вкусняшки от Вуаля Ас. А напоследок предлагаю посмотреть вот это видео, где я фарширую перец и другие овощи мясной начинкой, то есть готовлю долму ассорти, одну из жемчужин азербайджанской национальной кухни, в классическом варианте. Я пока прощаюсь с вами, но ненадолго. Жду вас на своем канале. Я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!